Мы приехали из США, чтобы взять интервью у 4 человек из Санкт-Петербурга и Москвы. Мы спросили их, каково быть афрорусским в России. Вот их истории. Меня зовут Лиза, и я родилась в Санкт-Петербурге и живу здесь, собственно. Меня зовут Диана, я родилась в России, в Санкт-Петербурге. Меня зовут Элен, мне 24 года, я родилась в Воронеже. Меня зовут Жан-Мишель, я родился в Москве. Мама у меня по национальности русская, но родилась она в Туркмении, потому что бабушка с дедушкой там жили, а папа у меня из Нигерии. Моя мама из Татарстана, это тоже в России, а папа из Африки, Сенегал. Папа из Анголы, мама русская. Мой отец родился в Гвинее, приехал в Москву учиться. Моя мама также приехала в Москву из Узбекистана. Занимаюсь я в основном чем-то связанным с искусством, потому что большую часть времени я либо в своем университете провожу, а учусь я на архитектора, либо я там сейчас обучаю детей маленьких рисовать, то есть я езжу на дом и учу азам рисования. По образованию я журналист, работаю в сфере рекламы, пиара, в ресторанной сфере, увлекаюсь литературой, политикой, рекламой. Я учусь в РАНХИКС при президенте, последний курс, мне нужно писать диплом. Помимо этого я работаю моделью, иногда работаю агентом, то есть предоставляю модели на съемки. Я работаю ТВ-продюсером, это производство видеоконтента для телеканалов. Также я недавно снялся в сериале «Пекарь и красавица», у меня была большая роль. Работаю моделью, снимаюсь в рекламах, иногда хожу по подиуму. И совсем скоро приступаю к работе редактором одного популярного издания Hello. Почти весь садик я пробыла как раз в Туркмении, уезжала туда жить, поэтому я не очень помню, что там было, я была очень маленькая. Потом мы обратно вернулись в Питер, прожили тут, наверное, год и уехали в область. И мы жили в области всю мою начальную школу. Для меня это был такой сложный период, особенно в самом начале. Я сначала очень переживала, потому что были какие-то злые дети, в общем. Вот, и в начальной школе очень много задирали, обзывали. Но потом я поняла, что обзывают всех, кто якобы от нормы отклоняется. То есть самых пухленьких, самых темненьких, самых худых, в общем, всех задирали. И после того, как я вернулась обратно в Питер и поступила в художественный лицей, все очень резко поменялось. То есть уже были более взрослые дети, и не скажу, что в моей жизни встречались какой-то буллинг дальше, то есть не было такого. Сначала справлялись мои родители, я просто ходила все время грустная, не могла защищаться, потому что я не привыкла к такому отношению. Из-за того, что я была в Туркмении, там, собственно, все загорелые, не было никаких проблем, никто на это не обращал внимания. А вот в России, да, поначалу было очень сложно, но потом я даже научилась как-то отвечать, то есть, да, я тоже вела себя, получается, агрессивно, мне приходилось прямо очень жестко как-то нападать тоже в ответ, но вот после того, как я вернулась обратно в Питер, после начальной школы, это прошло, и я отвыкла защищаться, то есть не было больше такого, и когда-то один раз случилась ситуация, когда одна девочка что-то мне такое неприятное сказала, и я чуть не заплакала, потому что я забыла, как вообще в такой ситуации себя вести. Честно говоря, не помню никаких особых сложностей в связи с моим цветом кожи. Да, конечно, были какие-то детские дразнилки. Как уж без этого, дети, наверное, всегда так выделяют всех непохожих на них. Но, однако же, это были в основном дети не из моего круга, а какие-то дети там из других классов или из других групп, которые не знали меня лично. Как-то со всеми детьми, своими сверстниками мне очень легко удавалось находить общий язык, и никто никогда не акцентировал внимание на моем цвете кожи. Каждое лето я уезжала к бабушке в Татарстан. Ну, чтобы вы понимали, Россия, она разная. Есть Петербург и Москва,
Там люди гораздо более лояльно относятся ко всем непохожим на них людям. Это более развитые регионы. И, соответственно, внимания ко мне там меньше. Когда я приезжаю в какой-то более маленький город, где люди совершенно не привыкли видеть что-то не похожее на них, кого-то другого цвета кожи, там, конечно, внимание ко мне было там, в 2 раза больше, но это тоже как-то не мешало мне заводить друзей, знакомиться, хоть и там мою бабушку это сильно раздражало, когда мы шли с ней куда-нибудь, и она замечала, как люди смотрят на меня там с удивлением, она там всем грозила кулаком и говорила, что ж вы там детей не видели, что ли? В этом плане дети лучше, да, чем взрослые. Конечно, детям нужно прививать какое-то свое мнение всегда, чтобы он не велся на поводу у общества. И, конечно же, уважение к каждому человеку, каким бы он ни был, к каждым особенностям всех людей. В детстве, когда мы прилетели в Россию, я не знала русского. Мой брат тоже не знал русский. Мы жили в Калужской области, где не было ни одного африканца, ни мулатов, вообще никого. Это был ад. Но учитывая, что я не знала русский язык, я сначала не понимала, когда меня обижали, я думала, что, наверное, они хотят с вами познакомиться, подружиться. Но со временем, когда я начала изучать русский язык, был момент один неприятный в школе. Мы пошли в столовую, как обычно, моем руки перед тем, чтобы покушать. Ко мне подходит вот такой парень высокий из 11 класса и говорит: а ты чего моешь свои руки? Ты их не отмоешь. Но он сказал это в более в грубой форме, а я еще на тот момент начинала только учить и, в принципе, я поняла, что он меня оскорбил. Я смотрю на него и думаю, что делать? Маме я никогда не жаловалась, но через некоторое время я начала всех бить, когда меня обзывали, и мамочки там, мальчиков, девочек приходили к моей маме на работу и всегда говорили: вот, ваша дочь побила моего сына. Моя мама говорит: хорошо, я с ней поговорю дома. Но когда мама приходила домой, она чувствовала вот эту всю энергетику, что меня обижали, и она говорила: правильно делаешь, правильно, давай сдачу. Детство было тяжелым, но со временем дети привыкли и начали, наоборот, тянуться, больше общаться, дружить. Были некоторые, за которых я заступалась потом в будущем. То есть ты должен всегда уметь постоять за себя. Нельзя рассчитывать на кого-то, там, что мама придет, разберется или еще кто-то. Ты должен дать сдачу, независимо от того, сильнее ты или слабее. Я не могу сказать, что у меня было очень тяжелое детство, потому что есть люди, которые действительно страдают, да, там, без родителей, без хороших учителей, но у меня были трудности некоторые в отношении с моими сверстниками, потому что я выглядел не так, как они. И часто на меня вот так вот тыкали пальцем: вот он черный, вот он негр. Или, знаете, последним аргументом в споре, да, там вот было вот ты черный, вот ты не прав, вот ты, вот такое было. У меня были комплексы, и я подходил к маме с вопросом: а почему я такой? Что можно сделать для того, чтобы меня перестали обзывать? Мне постоянно указывали на мои губы, что они слишком большие, что у меня другой цвет, что у меня какие-то волосы. Я не держу зла на этих людей, потому что в детстве люди ведут себя абсолютно по-другому, неосознанно какие-то вещи совершают. И в целом дети в детстве могут быть жестоки. Но никто не мог меня утешить, как-то вдохновить. Мама мне говорила: ничего, зато ты будешь хорошо целоваться, у тебя большие губы, у тебя там все будет, на тебя будут девчонки обращать внимание. Но это не работало, потому что мне нужно было, чтобы сейчас решить эту проблему. Как и в почти всех вузах Санкт-Петербурга, у нас очень много разных национальностей учатся. В основном китайцы, вот такое большинство
Но у нас есть и с Америки, и с Англии ребята, откуда, из Германии, из Франции очень много по обмену учатся, поэтому нет такого. Наоборот, там все любят что-то интересное, потому что половина художники, живописцы, и они за все такое необычное. Поэтому не. У меня просто со школы шла хорошая репутация в плане хорошей там ученицы, что такое, относились лучше. Еще было так смешно, что там вроде там красиво. Да, и из-за этого тоже часто очень много каких-то поблажек было. Даже не на учебе, а в принципе. То есть я могла прийти куда-то, и мне могли... Это так странно, наверное, дискриминация какая-то, но мне могли там кофе бесплатно продать. Ну, такое прям. Ну, я радовалась, брала. Пользовалась ситуацией, вот. Но прям супер особенного нет ничего. Если касается серьезных вещей, нет, одинаково, как со всеми. Со стороны моих родителей, они никогда не воспитывали меня как-то по-особенному, потому что у меня другой цвет кожи. Ну, они просто всегда говорили, да не обращай внимания там, просто не обращай внимания. И мне было понятно, почему у меня такой цвет кожи. Папа африканец, мама русская, и я вот получилась такой. Что касается моего ребенка, у него в принципе совершенно светлый цвет кожи, и если не знать, что я его мама, ты никогда не догадаешься об этом. Но своего ребенка, своего сына я постараюсь воспитывать в максимально толерантных рамках, традициях, скажем. Он не спрашивает, почему я другого цвета кожи. И когда я пытаюсь с ним поговорить на эту тему, спрашиваю наводящие вопросы, как ты думаешь, чем мама отличается от других мам, он совершенно не понимает, о чем вообще я говорю, говорит, ты моя мама, она не моя мама. То есть действительно детям абсолютно все равно, какой ты. У нас еще был один момент, когда мы шли после школы домой, решили прогуляться пешком. И когда мы уже почти подходили к дому, там шла парочка, мужчина и женщина. Мужчина был немножко выпивший, и он начал оскорблять меня. То есть я была еще маленькая, я даже не вспомню, сколько мне было лет. Он начал говорить, что я... Женщина, которая была с ним, она сначала говорит, ну, она смеялась, но при этом говорила, да ладно тебе, хватит. Моя мама сначала промолчала, потом он снова начал говорить, и моя мама начала на него что-то не видеть его, и эта женщина начала ругаться на мою маму, что моя мама себя так ведет. Моя мама говорит, следите за своим. И плохие слова сказала на него. Ну, я еще, например, подрабатываю фриланс-моделью, потому что им нужны какие-то интересные лица и внешности, и, в принципе, меня поэтому и зовут. Я как бы не очень высокая для модели, не супер худая для модели, но из того, что я такой внешности, меня очень часто зовут, всем интересно, и я таким образом, ну, подрабатываю себе лишнюю денежку. В основном мои друзья, когда со мной начинают ходить по городу, они такие, на тебя смотрят так сильно, так много, Дива, ты видишь это? Я уже, не замечаю. Ну, у меня друзья думают, что там они смотрят и удивляются, что, допустим, не русская, там темный цвет кожи. В детстве меня родители очень сильно убедили, что я красивая как принцесса, и на меня смотрят только потому, что я красивая. Поэтому я вообще не думаю по-другому. Ну так, на подсознательном уровне, поэтому я и не замечаю. В Питере уже привыкли, что много кто говорит на русском, много мулатов там. Вот. В области, да, конечно, удивляются. В принципе, удивляются, что я там оказалась. Я сейчас из-за того, что учусь на архитектуре, я надеюсь, лет через 5 у меня получится что-то в этой профессии. Точнее, не прям вот архитектор, я хочу заниматься дизайном интерьера, обустраивать квартиры, дома, мне это ближе. Хочется уюта как-то создавать для людей. В какой-то период своей жизни я осознала, что мой цвет кожи — это в определенной степени мой козырь. Именно ту сферу, которую я для себя избрала, та сфера, где нужно быть постоянно на виду, она любит какие-то выделяющие тебя детали. И тут у меня, конечно, большое преимущество, потому что сейчас, в принципе, в России большой тренд на Запад, скажем, стали более прозападные, и у меня достаточно западная внешность, что дает мне открытые пути, скажем, в каких-то определенных сферах, именно конкретно в моей публичной работе. Люди изначально обращают на меня внимание, потом, когда я к ним подхожу и говорю на чистом русском что-то, это у них опять эффект вау, эффект удивления. И таким образом я легко нахожу какие-то связи, легко коммуницирую с людьми совершенно разных и национальностей, и социальных статусов, и сфер
деятельности. Я думаю, что Господь, может быть, вознаградил меня спустя годы таким вниманием со стороны людей и интересом. И мои страдания были не напрасны, и я очень рад, что меня это не сломило, потому что могло. Потому что я знаю много историй, когда над людьми издевались в детстве, и они становились впоследствии жестокими и закрытыми. Но, возможно, поддержка моих друзей и моей семьи помогла мне стать позитивным и жизнерадостным человеком. Я очень люблю Питер, и я бы, наверное, хотела жить тут, но иметь возможность в любое время путешествовать туда, куда я захочу, там, на месяц, на 2, то есть и возвращаться, потому что мне здесь очень нравится. Мне кажется, Россия через 10 лет будет очень похожа на Америку. Ну и вообще глобализация, мне кажется, этому всему очень способствует. Уже не будет вот этого стереотипа о типичном русском варваре, который там в шапке-ушанке с балалайкой и сзади там медведь. Мне кажется, портрет русского будет более, скажем, подвижен. И, возможно, даже такие, как мы, тоже будем этому слегка способствовать. Я скорее не горда, а благодарна маме с папой, да, за то, что у них появилась я, за что они пустили меня на свет, потому что, опять-таки, да, в России я с этим цветом кожи имею много каких-то дополнительных бонусов, мне немножко легче, возможно, живется даже, чем среднестатистической белой русской девочке. Немножко легче попасть на какие-то должности, связанные с общественностью. Поэтому, да, я, безусловно, этим горжусь. Я благодарна родителям и рада, что конкретно в России родилась с таким цветом кожи. Конечно же, я счастлив быть афрорусским, хотя эта фраза звучит для меня странно, потому что, если честно, я сам в себе не ощущаю, что я другой внешне. И иногда я подхожу к зеркалу и думаю, ну да, конечно, я отличаюсь. Но в целом я просто не знаю, каково быть белым там, или каково быть азиатом. Да? Я вот есть моя душа, есть мой опыт, моя какая-то внутренняя сила, а вот внешние какие-то моменты я не ощущаю. Но, конечно, я благодарен своему отцу за то, что он приехал в Москву и сделал так, чтобы я родился и наслаждался жизнью. Горжусь ли я тем, как я выгляжу, своей внешностью? Да, сейчас я горжусь. Это была большая работа, на самом деле, моя и моих родителей, чтобы у меня не было каких-то других мыслей. Но мне это преподносилось немножечко иначе со стороны родителей. Наверное, в качестве благодарности за то, что у меня, в принципе, есть руки, ноги, дом, все такое, да, и кто-то там родился с какими-то неполадками, в принципе, в здоровье, и мне сказали, вот у тебя все есть, ты красивая, ты здоровая, нужно радоваться и просто жить. Поэтому я как-то недавно, несколько лет назад осознала, что так оно и должно быть, и больше меня это не беспокоит. Я горжусь тем, что я мулатка, и это серьезно. Я благодарна маме, папе за то, что когда-то они познакомились и зачали меня. И я горжусь тем, кем я сейчас являюсь.